Мы знаем истории о Сауроне и Кольце Всевластия, но редко вспоминаем о другом враге Средиземья – пиратах, что веками держали под угрозой сам Гондор, величайшее королевство людей. Их черные паруса тянулись за богатой добычей, а более всего страдал Пеларгир, древняя гавань Гондора. Каждый набег оставлял за собой лишь пепел и кровь. Кто же были эти люди, отвернувшиеся от сил света и избравшие служение тьме? На протяжении многих веков умбарские корсары оставались смертельной угрозой для народов Средиземья. На пике своего могущества безжалостные рейды пиратов достигали земель высших эльфов, междуречья, диких племен Энедвайта и границ Гондора. Их набеги, войны и участие в крупных конфликтах стали важной частью судьбы Средиземья. История Умбара – это один из самых ярких и мрачных сюжетов, тесно связанный с враждой между Нуминором, Гондором и Мордором. Это история предательства, пиратства, морского могущества и борьбы за власть. В данном ролике мы рассмотрим описание истории Умбара и его корсаров на основе канона Джона Рональда Роуэлла Толкина. В южных морях Средиземья, в бухте, где вечно дует сухой ветер с Харада, возвышался Умбар. Это был крупный морской порт, идеально подходящий для флота. Стратегическое положение города делало его ключевым пунктом в борьбе за господство на южных морях. Некогда цитадель великих мореплавателей, позже оплот изгнанников, а со временем прибежище пиратов. Во вторую эпоху, задолго до войны Кольца, Умбар был основан нуминорцами, морским народом, чьи корабли пересекали весь Великий океан. Гордыня нуминорцев привела их к гибели, и после падения острова часть их народа отказалась примириться с новой судьбой. Эти черные нуминорцы – знатные люди, отвернувшиеся от Валар и принявшие Саурона в качестве своего повелителя. Они превратили южный форпост Нуминора, Умбар, в оплот своей власти. После гибели Родины он стал их главным центром влияния на южных морях. Веками в Умбар стекались изгнанники, наемники и бунтари. Из их рядов появились корсары, морские авантюристы, промышлявшие разбоем и налетами на прибрежные земли. Питавшие ненависть к Гондору и всему, что с ним связано, они, подобно викингам и берберским пиратам, грабили и сжигали города, уводя их жителей в рабство. В 913 году Третьей эпохи на престол Гондора взошел Эарниль I. По заявлениям современников, это был талантливый полководец и опытный морской командир. Он продолжил дело своего отца и вел активную борьбу против морских разбойников. В конце концов, устав от непредсказуемых набегов пиратов, новый правитель Гондора решает положить конец разбою. Король закладывает строительство множества новых судов, и в 933 году Третьей эпохи, собрав мощный флот, он выступает против черных нуминорцев. Осада твердыни врага длилась на протяжении года, и после изнурительной осады Умбар пал. Ворвавшись в город, воины начинают поджигать дома и разрушать храмы Саурона. За несколько часов весь Умбар оказался объят всепожирающим огнем. Разрушения были чудовищны, а горожане гибли в пламени. Подобные бесчинства делают город очагом будущего сопротивления и навсегда сохраняют враждебность местных жителей, глубоко затаивших обиду и поклявшихся отомстить Гондору. Спустя 3 года после инспекции гавани Умбара, во время возвращения в Пеларгир, шторм застал королевский флот в открытом море. Корабль короля разбился о прибрежные скалы, и сам Эарниль погиб в морской пучине. Так трагически оборвалась жизнь великого завоевателя.
Между 1015 и 50-ми годами Третьей эпохи в Умбаре возгорается пожар восстаний. Черные нуминорцы и местные лоялисты учиняют бунт. Город переходит под контроль мятежников. Так начинается великая эпоха умбарских корсаров. Теперь набеги на южные провинции Гондора и судоходство устья Андуина становятся регулярными. Следующие 500 лет никто не в силах противостоять сплоченной и организованной тактике корсаров. Пираты устраивают ночные рейды, используя быстрые и маневренные галеры. Они подкрадываются к прибрежным городам и успевают скрыться в ночи до появления вражеского флота, увозя с собой пленников и награбленные трофеи. Дорогие друзья, 15 секунд вашего внимания. Если вам нравится наше видео и вы хотите увидеть больше подобного контента, поддержите нас лайком и подпиской. А также напишите свое мнение в комментариях или расскажите, что бы вы хотели увидеть в будущих роликах. Благодарю. В 1447 году Третьей эпохи в Гондоре разгорается гражданская война, вызванная кризисом наследования. Кастамир, потомок древнего рода, узурпирует трон. Спустя 10 лет Эльдакар, законный правитель Гондора, выступает с огромным войском против узурпатора и лично убивает в бою своего противника, возвращая себе власть. Кастамир был свергнут, и его потомки бежали на юг. Умбар стал для них новым домом. Там они укрепляют свою власть и создают новую силу. Теперь потомки Кастамира стремятся не просто грабить прибрежные земли, но и лелеют мечту вернуть трон Гондора и возродить величие своего рода. Начиная с середины 15 века Третьей эпохи, Умбар ведет непрерывные морские рейды против Гондора. Корсары грабят прибрежные города, сжигают гавани, топят и захватывают корабли, торгуют пленниками. Их нападения достигают Пеларгира, берегов Дол-Амрата и побережья Анфаласа. Временами они дерзко поднимаются по устью Андуина, угрожая даже Асгилиату. Один из самых жестоких и разрушительных набегов, которые когда-либо устраивали умбарские корсары, это рейд кастамиридов в 1634 году Третьей эпохи. Это было не просто пиратство, но спланированная военная операция, нанесшая серьезный удар по престижу и безопасности Гондора. Годом ранее, под видом торговцев, на маленьких шхунах корсары в течение нескольких месяцев проникают в Андуин. Они изучают график смены караулов, патрулей и структуру обороны. Тем временем начинается строительство крупного военного флота в Умбаре. Корсары расширяют гавань, вербуют новых людей и командиров. Как только заканчивается строительство флота, несколько десятков кораблей отправляются на север, в сторону Андуина. Используя привычки гондорских мореплавателей, а также полученные сведения, корсары избегают всяких встреч и раннего обнаружения. Ночью, во время проливного дождя, пираты начинают входить в устье Андуина незамеченными. Пехота высаживается на суше, вблизи Пеларгира, а флот направляется к гавани. На рассвете, врасплох застигнув усталую промокшую стражу, корсары обрушили свой удар. Пираты грабили город и убивали всех, кто попадался им на пути, в том числе сына короля Минарделя, который правил в этот момент как наместник юга. После стремительной гибели Минарделя в рядах гондорцев начинается паника, и город окончательно сдается под напором неистовой силы. Немногочисленных выживших, переживших эту бойню, корсары захватывают и уводят в рабство, уносят сокровища, а также сжигают вражеские корабли в гавани. Последствия этого набега были невероятно болезненны для Гондора. Рейд стал символом уязвимости некогда могущественного государства и подчеркивал растущую мощь умбарских корсаров. Смерть Минарделя повергла страну в шок. Основной флот был уничтожен.
и теперь страна лишалась морского преимущества. Южные земли и вовсе остаются незащищенными и открытыми для будущих морских рейдов. К тому же, через 2 года наступает Великая Чума, ослабившая Гондор еще сильнее. Об этом мы поговорим в следующей части. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить выпуск продолжения в ближайшее время. До скорой встречи!